Сомнение в верности любимого человека – самый явный признак проблем в семье. И даже если измены нет, между партнерами явно не все в порядке. Давать советы о том, что самое верное средство – откровенный разговор, очень просто. Но в реальной жизни как раз такой разговор практически невозможен. Даже если он состоится, вероятность узнать правду почти равна нулю. К нам обратился Дмитрий. Послушаем его историю. Дмитрий, что вас беспокоит? Почему вы решили обратиться к нам? Мы с женой Полиной женаты уже 10 лет. И сейчас я чувствую, что она отдалилась и ведет себя, подозрительно. Каким образом? Что именно происходит? Она стала прятать телефон, чтобы я не читал там ее переписки. И вообще она подолгу находится в ванной, и я уверен, что она переписывается с кем-то. То есть такого раньше не было? Такого раньше не было. Для меня это первый брак, для Полины второй, но у нас не было конфликтов и проблем. А вы, насколько я знаю, живете в частном доме, да? Да, мы живем в частном доме, и я подозреваю, что у жены какие-то отношения с нашим соседом, с Тимофеем. Он такой человек, постоянно делает какие-то нам гадости. И то он жег пластмассу вонючую, так чтобы дым шел к нам, то по пьяни сломал забор. Правда, он починил его, но все равно мы постоянно ругаемся. И у меня такое подозрение, что он специально провоцирует мою жену на эти отношения, чтобы сделать нам гадость. Вот оно что. Да. Вы думаете, это он вам мстит таким образом? Да, я думаю, что он мстит. Имея планы на Полину, да? Да. Все понятно. Мы попробуем разобраться в этой ситуации, мы установим наблюдение за Полиной, и наверняка скоро все выяснится. Слежка за Полиной начинается. Она выходит из дома. Детективы обвешивают дом камерами наблюдения. Через некоторое время Полина возвращается. Девушка занимается домашними делами. Проходит несколько дней. Слежка за Полиной продолжается. Девушка загорает в саду. Полина не беспокоится, что тот самый сосед Тимофей увидит ее голой на участке. Впрочем, общение с Тимофеем за неделю наблюдения не зафиксировано.
В один из дней Полина выходит из дома и куда-то идет. Девушка приезжает в частную клинику и заходит в здание. Через некоторое время Полина выходит из клиники с каким-то мужчиной. Парочка прогуливается возле корпуса. Разобрать, о чем они говорят, не получается. Прошло 2 дня. Полина выходит из дома. Девушка приезжает на теннисный корт и снова встречается с тем же мужчиной, который был возле клиники. Полина и ее знакомый играют в теннис. Детективы решают показать это видео Дмитрию. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Да. Смотрите, у нас есть кое-какие новости. Мы следили за Полиной и увидели, что она посещала частную клинику. Вы что-нибудь знаете об этом? Частную клинику? Нет. У нее мать лежит в больнице, но не в частной клинике. А, то есть в обычной больнице лежит, да? В обычной больнице, да. Понятно. Ну, тогда, может быть, место действия и не имеет значения. Полина вышла из этой клиники с неким мужчиной в костюме. Он серьезно выглядел. Давайте посмотрим на него. Возможно, вы узнаете, кто это. Вот, смотрите. Нет, я никогда его не видел. Не знаете, да? Я не знаю его. А она странно вырядилась для походов в поликлинику. Ну, Короткое платье, леопардовое платье, да, Полина каблуки. тут... Это очень странный вид. Да, она тут нарядная, согласен. И вот, видите, их общение закончилось тем, что они поцеловались в щеку, но, согласитесь, это еще не повод подозревать измену. Ну, да? не знаю, это какой-то, честно говоря, блядский вид у нее. Она
никогда не ходила так по улице. Да, тогда, боюсь, следующее видео вас тоже расстроит по поводу внешнего вида вашей супруги. Дело в том, что через пару дней Полина пошла на теннисный корт. На теннисный корт? Да. Она занималась теннисом? Нет, она никогда не играла в теннис. Что Вот. ей делать на теннисном корте? Да, это вопрос, действительно, но дело в том, что там она опять же встретилась с этим мужчиной. Вот посмотрите, как проходило их общение. Это опять тот же человек, который был у поликлиники? Да. А что они там делали? Они играли в теннис? Они просто прогуливались, в какой-то момент мы их потеряли из виду, но, видимо, они пошли на закрытый корт. А в чем она одета? Это что, на ней трусы такие? Ну, это шортики, спортивные шорты, несколько... Я не понимаю, почему она так откровенные. выглядит. И с этим человеком... Это очень подозрительно. Мы на данный момент так и не выяснили, что их связывает. Вот. Нам не удалось услышать, о чем они разговаривают, но... Ну а можно это выяснить и проследить за ними? Конечно, Это можно. очень подозрительно. Наблюдение за Полиной продолжается. Алло. Привет. Ой, только встала, выгребла себя, короче. Я еще... О, я эти купальники сейчас смотрю. Все-таки, надеюсь, мы поедем куда-нибудь в этом году. Слушай, знаешь, такие купальники классные, вот... Вверх как топик прям, ну, у кого грудь маленькая, да. И она, знаешь, даже вот такой, видать, прорезиненный, но он такой, знаешь, даже без лямок, так, без бретелек, без всего вот. И сделанные как шортами такими, чтобы жопу поднимала, закрывала зад. Да, как же. Поэтому... Блин, ну вот таких купальников до хрена. Ты же сплошные носишь? А, нет, ты раздельные же носишь. Полина примеряет сексуальные наряды, делает снимки на телефон, кому-то отправляет и переписывается. О, привет, Венечка. Здравствуй, моя дорогая. Выходи. Что это у тебя? Ой, шампанское. Ставлю бокалы.
тобой. Саша, Сиди. куда? Отдохнем. Так, как у тебя дела? Надо работать сегодня. Да, все тебе дома. Скучал целый день, ждал, когда же будет вечер, когда же надо Сейчас я нам яблочки порежу. тебе прийти. Аккуратнее только, я боюсь шампанское. Вот все будет хорошо в нашей жизни. У нас с тобой все будет хорошо. А я сегодня что-то целый день дом пробыла. Тебе как с выстрелом или спокойно? Нет, я люблю спокойно. По возможности. Вау! Всё, за маму переживаю я очень. Не волнуйся. Она сейчас в хорошей клинике, и с ней будет все хорошо. Хорошие врачи. Все будет хорошо. Ну иди сюда, я по тебе так соскучился. Подожди, я сделаю нам яблочки. И я не перестану тебя благодарить за то, что ты делаешь для меня, для моей мамы. Я бы так не вытянула просто ее на хорошее лечение. Ой, я уже в прошлый раз на лечение брала кредит 300 тысяч. Ну, видишь, не помогло в государственной клинике. У нас в государственной не все хорошие доктора. Видишь, слава богу, что встретила тебя, что мне тебя посоветовали, что ты пошел навстречу, что взял маму, все взял на себя, и лечение, и финансовую сторону. Я очень тебе за это благодарна, Ленечка. Я ж тебя люблю. Ты ж такая хорошая. Давай выпьем. За здоровье. Да, за здоровье. Ну, принца. Ой. Ой. Ну, рассказывай, что вы сейчас маме? Получше стало? Как ночь там прошла? Вроде она с утра что-то говорит, давление. Ну, сказать, что сразу будут результаты, это... ну, я это и не буду тебе говорить неправду. Еще читала тогда о нем в интернете. Ну тогда мне казалось, это просто какой-то такой фантастикой, сказкой, что моя мама туда может попасть, в вашу клинику. Мы сделали, в общем, для нее сейчас на данный момент все возможное. Вот, так что не беспокойся, все с твоей мамой будет хорошо. Так же, как и с нами. Я надеюсь, что у нас... Давай выпьем за нас еще. Ну, что-то жарко стало. Какая ты горячая женщина. Где твой муж-то? Уехал? Командировки в очередной раз. Ты меня ждала? Видишь, какое все горячее, все падает. Главное, тебя бы не упал. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, новости для вас плохие. Что-то случилось? Да, произошла измена, и это случилось с мужчиной, которого мы с вами уже видели на записи. Я таки думал. Да, между ними произошел разговор. Кроме того, выяснилось, что Полина вот таким вот образом, ну, можно сказать, расплачивается за то, что ее мать перевели в платную хорошую клинику из обычной больницы. А мужчина, его зовут Вениамин, главврач как раз вот этой дорогой клиники. Судя по всему, Полина приносит, ну, вот такую жертву
ради Да мамы. какая это жертва? Это спать за деньги. Это натуральная проститутка. Что ж, ну, ваша реакция понятна. Вы хотели бы посмотреть видео того, как происходило? Да и мне и так все, и без видео все ясно. Я хочу ее... Я хочу с ней поговорить. Давайте только постараемся обойтись без физического конфликта, хорошо? Мы будем тоже присутствовать на этом разбирательстве. Вот сука, а. Или все-таки возьмете паузу? Нет, я хочу сейчас все выяснить. Пойдемте. Полина, тварь! Что делаешь? Что это такое? Ты кто? камеру, уберите камеры! Мразь! Это ты что делаешь? Это кто проститутка! такие? Ты Ты кто проститутка, это ты- такие? Кто это? Что ты делаешь? Тихо, тихо, Дмитрий, Что перестаньте, не надо. такое Не надо творится? насилия. Ты что натворил, сука, блядь? Нос мне разбил, блядь, урод! Уберите камеру! Я убью, паскуда! Кто эти люди? Кто эти люди? Ты проститутка! А ты кто? Неудачник, блядь! Я из-за матери! Заткнись! Я из-за Заткнись! матери с ним сплю, чтобы она лечила Тварь! в частной клинике! А А ты просто ты, блядь, наблюдина! электрик несчастный, блядь, на 3 рубля работаешь! Иди вон отсюда! Это ты пошла вон отсюда! Я из-за тебя брала кредиты! Тварь, Иди вон! отсюда! Пошла вон отсюда! Нет! Я не пойду! Я тебя вышвырну, мразь! Пошла вон! Нет! Пошла отсюда вон! Убирайся, убирайся! Иди к доктору своему! Тварь, паскуда, Валентина, на, забери свои туфли! Тварь! Дмитрий, ну что вы собираетесь делать? Ситуация для вас, конечно, тяжелая очень. Как поступим? А что тут делать? Поеду к другу. Выпить. Через 2 месяца Дмитрий смог простить Полину. Он занял денег на работе и оплатил лечение матери своей жены в другой клинике. Брак удалось сохранить. Благие намерения наравне с поиском аргументов – любимое оправдание для того, кто изменяет. Что это, самообман? Думаю, нет. Прежде всего, это попытка объяснить собственное несовершенство внешними факторами. Что вы думаете по поводу ситуации Дмитрия и Полины? Пишите в комментариях. Увидимся.